Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Сколько же уюта в этом коротком видео. Девятое место. Нет, ну не ревнуй. Ну, Чангук. Твой он, твой. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Однажды Тэхён нашел сообщение среди тысяч сообщений на большом стенде и сделал селфи, которое, видимо, осело в секретных архивах. Тэхён влюбился в Чангука. Седьмое место. Одному мне стало неловко. Шестое место. Поведение пары. Чангук, ты слишком очевидный. Напоминаю, что Тэхён – это рюкзак Чангука. Пятое место. Я никак не могу отпустить этот момент, как Чангук притягивает Тэхёна чуть ближе, и тот просто тает. Может, он ему что-то сказал, чтобы так засмущать? Четвертое место. Забота. Такая красивая любовь, они всегда будут приоритетом друг для друга.
Третье место. Новости. Чангук и Мингю из Seventeen ужинали в Итэвоне. Похоже, это было в день лайва. Чангук тогда сказал, что хорошо покушал. Новое видео Чангука с его недавнего посещения концерта группы Эспа. Такой он большой. Если бы слово «комфорт» можно было бы описать одним человеком. Это поза. Образ Тэхёна из эры DNA не оставляет меня в покое. А вы тоже так порхаете, когда перепрыгиваете через 5 ступенек? В моем случае лестница бы содрогнулась. Медиа пишет, недавнее обновление Тэхёна было освещено в российской телевизионной передаче, что подтверждает его статус мировой звезды. Ведущий «Утро ТНТ» рассказал, что Тэхён набрал массу благодаря упражнениям и восхищался тем, что у него сильное тело, как у спортсмена. Он также сказал, что у Тэхёна осталось менее 100 дней до увольнения, добавив, что он с нетерпением ждет будущих проектов. Несмотря на то, что BTS не ведут деятельности в России, Тэхён пользуется огромной популярностью. На крупнейшем российском сайте ВКонтакте он занимает первое место среди сольных исполнителей K-pop в рейтинге K-pop Fan Club Ranking сообщества DioZone, что доказывает его сильную фан-базу. Влияние Тэхёна также очевидно в мире моды. Российский интернет-журнал о стиле жизни The Girl, входящий в Elle Girl, опубликовал статью под названием «Модное предложение». Звезда K-pop, которая сияет и на сцене, и на подиуме, подчеркнув, что Тэхён возглавляет список артистов, покоривших как музыкальную, так и модную индустрию. Российские знаменитости не скрывают своего восхищения. Знаменитой балерине Марии Хоревой во время общения с фанатами был задан вопрос: «Кто ваш любимый участник BTS?» Она указала на фотографию Тэхёна и с энтузиазмом сказала: «Этот мужчина». Ким Тэхён. Влияние Тэхёна распространяется даже на русскую поп-музыку. Популярный российский дуэт Френдзена выпустил песню со словами: «Точно так же, как я не Зендая, ты не Тэхён». Группа представила Зендаю как образец для подражания для молодых девушек, а Тэхёна как идеальную мужскую фигуру. Как и ожидалось, учитывая его огромную популярность, сольная музыка Тэхёна также привлекла большое внимание. Он стал первым сольным исполнителем K-pop, возглавившим российский чарт Apple Music Top 100 Daily Songs с Winter Ahead, продемонстрировав свою авторитетность в области. Посмотрите на разницу, как они едят. И да, Тэхён ничего не стесняется. На фан-странице аниме One Piece упомянули момент, где Тэхён рассказал,
что его любимый персонаж – один из героев мультика. Фанаты аниме активно комментировали видео. Как зовут этого парня? Я собираюсь его защищать. Теперь я тоже буду поддерживать BTS. Может, пора начать смотреть их контент. Тэхён – магнит для привлечения фандома. Я ведь не один мечтаю, как можно быстрее увидеть их снова вместе. Любовь Тэхёна к инструментам и то, как он использует их в своей музыке. Для Тэхёна музыкальные инструменты не просто инструменты, а голоса, способные передавать эмоции с не меньшей силой, чем вокал. Он мастерски использует их в своих песнях, создавая богатые звуковые полотна, которые глубоко резонируют с слушателем. Тэхён – музыкант, глубоко увлеченный инструментами и их выразительными возможностями. Он убежден, что каждый инструмент обладает уникальным голосом, способным передавать сложные эмоции. В его песнях инструментальные партии не просто заполняют паузы, а являются неотъемлемой частью музыкального повествования, усиливая эмоциональное воздействие вокала и текста. В тот день был только один вопрос, который всех интересовал. Эти два парня, они встречаются? Фанаты в Мексике уже готовы к встрече с Хосоком. Два концерта в рамках мирового тура пройдут 23 и 24 марта. Арми, ожидание окончено. Фреска «Надежда на дворец» уже готова к открытию и стратегически расположена на виадуке Рио-де-Ла, всего в 5 минутах от Дворца спорта. Эта фреска – идеальное место, чтобы Хосок мог понаблюдать за ним по пути во дворец, и чтобы все мы в полной мере ощутили его энергию и надежду. Береги его с большой любовью. Это подарок от фанатов для Хосока, полный восхищения и любви. Ну, кто кого научил. Один человек пишет, что любимое вино Тэхёна Russian Jack распродано в Корее. Я купил вино Russian Jack, потому что обожаю Sauvignon Blanc. Но его очень трудно купить. Я связался с винным магазином, который недавно открылся в Корее, и узнал, что это любимое вино Тэхёна. Оно распродано. Я не мог купить его несколько месяцев. Его смех и улыбка – это ключ, который подходит к замку сердца каждого из нас. Чангук и его цветные волосы занимают отдельное место в моем сердце.
Тэхёна залипает. Навязчивые фанаты Сосены. Насколько строгими могут быть наказания для них? С октября 2021 года в Южной Корее действует закон о борьбе со сталкингом, который дает возможность возбуждать дела при установлении фактов поведения, нарушающего неприкосновенность частной жизни. За преступления, связанные со сталкингом, предусмотрены достаточно суровые наказания. До 3 лет лишения свободы или штраф в размере до 30 миллионов корейских вон, около 21 тысячи долларов США. Если же речь идет об использовании при совершении преступления опасных предметов, например, оружия, то наказание может быть ужесточено до 5 лет лишения свободы или штрафа в размере до 50 миллионов корейских вон, около 35 тысяч долларов США. К действиям, квалифицируемым как сталкинг, относятся следующие: следование за человеком или преграждение ему пути, незаконное проникновение в частные помещения, что может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет или штраф в размере до 5 миллионов корейских вон, клевета и оскорбление, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года или штрафа до 20 миллионов корейских вон. В судебной практике уже есть реальные примеры случаев, когда навязчивых фанатов Сосенов привлекали к ответственности. Один из представителей отрасли прокомментировал эту ситуацию следующим образом. Невзирая на то, что судебные иски против одержимых фанатов становятся все более распространенной практикой, многие агентства не решаются выдвигать подобные обвинения, опасаясь негативной реакции со стороны фанатских сообществ. Даже если нарушителей удается привлечь к ответственности, большинство из них отделываются штрафами или условными сроками, что не всегда оказывается достаточной мерой для предотвращения подобных ситуаций в будущем. В его глазах сияют миллион разных звездочек. Оказывается, Тэхён снимал свой клип на Rainy Days в синих и желтых тонах, потому что собаки могут воспринимать только эти два цвета. Концепция в том, что Йинтон наблюдает за Тэхёном и находится с ним рядом. Сходите посмотреть этот шедевр в YouTube. Просто Тэхён Кор, как спонсор вашего хорошего настроения на сегодня. В 2025 году Чангук преодолел отметку в 300 миллионов просмотров на YouTube, став первым сольным кей-поп исполнителем мужского пола, достигшим этого результата на платформе в этом году. Джин такой: уйду-ка я от греха подальше. Два года назад Чангук
посетил концерт Гарри Стайлса «Ла Фонтур» в Корее вместе с Тэхёном, Юнги и Намджуном. Как обычно, Чангук был замечен держащимся в тени, в маске и толстовке. Он всегда старается оставаться незамеченным, но по итогу становится главной темой во всех соцсетях. Сколько же у них любви и ласки. Их отношения – моя Римская империя. Тот самый бойфренд-материал от Чангука. Что могу сказать? Держись, Чангук. История одной розы. Эдит, заслуживающий похвал. Тэхён в красном – это смерть. Его прикосновение только для Тэхёна. Чангук о Тэхёне. Я думал, что ты выше моего воображения, но затем я снова подумал, и ты далеко за гранью моего воображения. Тэхён о Чангуке. Независимо от того, что все говорят, ты самый талантливый человек, которого я знаю. Мой взгляд принадлежит только тебе.
Однажды Melon Music опубликовали это в Инстаграме. Сочетание лисы с глубокими чертами лица и круглыми сияющими кроличьими глазами. Даже если вы посмотрите на это, прокручивая вперед или назад, это Ник и Джуди. Тэйкук — это Ник и Джуди. Он мог проигнорировать этот комментарий или просто ответить «да», но он никогда не скрывает, как восхищается красотой своего парня. Я же не один ловлю вайбы американских сериалов, их 90-х. Дисклеймер. Видео может вызвать бабочки в животе. Их совместная эстетика такая особенная. Дэдди? Этот Тэхён такой мишка на этих фотографиях. Второе место. Это так интимно. Этот день запомнится у нас на всю жизнь. Очень любопытно. Первое место. Один из спорных и любимейших моментов, их губы почти соприкоснулись. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.